признак того, что вами нагло пользуются. Вами манипулируют. И манипуляция это будет звучать примерно так. У нее есть разные варианты, но такая частая самая фраза. Знакома ли она вам? Поделитесь. Фраза: ты знаешь, никто кроме тебя это сделать не может. Только ты можешь так хорошо это сделать. Сделай, пожалуйста. И сама эта фраза сама по себе, она не так страшна, как ваша возможная реакция на нее. Приведу пример. Я сама психолог. И вроде бы, казалось бы, очень много знаю про себя и про свои отношения с мужем. И 20 раз их разбирала на своей личной терапии с разными психологами в разных темах. Но скажу честно, вам признаюсь, я использую эту фразу со своим мужем. Да, я им манипулирую. Но во благо отношений. И это здоровая, честная, открытая манипуляция. Манипуляция бывает двух видов. Бывает вредная, токсичная, нездоровая манипуляция, которую я не рекомендую вам самим применять, потому что это никогда не приведет к честным, нормальным отношениям. Всегда будет какой-то шлейф неприятный. И бывает нормальная, здоровая манипуляция. Чем же они отличаются? Если я говорю своему мужу фразу: ты знаешь, только ты можешь это сделать. Приведу пример более подробный, потому что я ему прям завтра с утра ее скажу, у меня запланировано это. Я сейчас снимаю много видео, и мне хочется, чтобы они были красивыми. Ну, я же девочка, все-таки мне хочется, чтобы это не просто было информативно, но еще и по-девчачьи красиво. И я смотрю, как сделано у других. Ну, потому что, чтобы развивать себе чувство красоты в каких-то конкретных применениях в жизни, полезно делать такую технику насмотренности. Ну, то есть смотреть, как это у других, и дальше чувствовать, что тебе откликается, что нет, миксовать такой, собирать образ. Я смотрю видео, которые мне нравятся, запоминаю их, и смотрю, а чем оно мне понравилось? Что там было у человека на заднем фоне такое, что мне понравилось? Что бы я хотела из этого взять себе? И вот у меня сложилась такая картинка. Но проблема в том, что воплотить эту картинку я сама не могу. Так уж сложилось, что я умею хорошо отсматривать, хорошо определять, чувствовать, что красиво мне, что некрасиво. Но я не всегда могу это сделать. Я просто не дизайнер. Честно скажу, я хороший психолог, но я не хороший дизайнер. У меня нету этих качеств личности. Я не могу сама организовать какой-то действительно уникально красивый интерьер. Но так сложилось, что мой муж, мой партнер, а он может. У него есть эти качества личности. Например, когда мы с ним делали ремонт давно в одном из домов, в котором мы жили, я смотрю, что-то я выбираю, у меня как-то вроде неплохо, но вот он сделает, у него прям вообще конфетка получается. И я таким образом поняла, что он талантлив в этом. Например, нам привозили шторы, образцы, и нужно было подобрать под уже полностью существующий интерьер просто шторы. И я не могла даже так хорошо выбрать оттенок, как он. Соответственно, я понимаю, что если я попрошу его воссоздать мне такой интерьер, помочь там где-то что-то поставить красиво, какую-то вазу принести, продумать, то он это сделает так уникально, как я не могу. И тогда фраза о том, что только ты можешь так красиво и классно сделать, сделай, пожалуйста, она настоящая, она отражает действительность. Отчасти это манипуляция, потому что я, безусловно, этой фразой подогреваю его эго, подраздуваю, как бы я его хвалю, я признаю его талант. Но с другой стороны, почему эта манипуляция в моем исполнении будет здоровой? Потому что я полностью оставляю за ним право отказаться это делать. Если он скажет мне: Наташ, я сейчас не могу, то никакой абсолютно обиды, даже скрытой внутренней, с моей стороны точно не будет. Почему? Потому что я помню и знаю, соблюдаю нашу границу, что он имеет право это делать, если захочет в это включиться, и имеет полное право это не делать. Потому что это просьба, а не навязывание. Вот если вы так делаете, то это здоровая манипуляция. Если с вами так делают, то это здоровая, нормальная манипуляция.
В мире манипуляции существуют прям сплошь и рядом. Мир как будто ниточка с иголочкой, ткань прошит этой манипуляцией. И это нормально. Это форма нашего взаимодействия. Мы так договариваемся часто. Но если кто-то вам так говорит, и вы чувствуете и знаете уже из опыта контакта с этим человеком, что если вы скажете «нет, я сейчас не хочу», а человек обидится или начнет давить, скажет «не, ну как, ну ты не понимаешь, что ли, ну блин, ну только ты же так, я же не могу так, ну сделай, что тебе жалко, что ли? Ну что ты жадничаешь? Тебе же это легко». Но чувствуете, как он нагло вами пользуется в этот момент, как он шарик такой вдувает вас, ваш шарик, он так вас продавливает. Здесь полезно его отпружинить. Или вы знаете уже из опыта контакта с этим человеком, что если вы скажете «нет», то он затаит на вас обиду и уйдет, вроде показывая, что ничего не случилось, да, окей, типа ты можешь отказаться, но он уйдет с таким лицом, что вы будете понимать, что он обиделся. Ну, такой, знаете, ребенок такой надутый, такой обиженка ушел. Нагло вами пользуется, манипулирует просто другим приемом, не жестким, а мягким приемом, но тем не менее манипулирует. Что же делать, когда вами так нагло пользуются? Вспоминать свои права. Вы должны помнить о том, что в этом мире вы не так-то уж и много должны людям. И более того, даже если вы когда-то взяли на себя какие-то обязательства, вы имеете в любой момент право прекратить любые договоренности. Вы не обязаны делать то, что люди хотят от вас. Вам вообще полезно делать только то, что вы сами хотите. Очень важный пункт, который связан с системой дизайн человека. Немножечко здесь сейчас расскажу про это. Кому-то, если будет очень интересно погрузиться в это дальше, то под этим видео я оставлю ссылку на свой второй канал, который я сейчас начала вести, где я раскрываю на тему дизайна человека. Это очень интересная система, которая помогает каждому узнать свою уникальность. Какие наши качества прописаны в ДНК, в нашей ДНК, и как их можно использовать на пользу себе. В системе дизайн человека есть там много вариантов, как делятся люди, да, на какие-то типы. Но есть самый важный такой момент, типы личности. И вот один из них, тип человека, называется проектор. Я сама тоже проектор, мне это хорошо знакомо. И проекторы так устроены, что им корректно вступать в энергообмен и делать что-то для человека, если их изначально пригласили это делать. Ну, например, если проектор, если я, может быть, вы тоже проектор, и кто-то из вас однозначно проектор. Нас проекторов 21% людей в мире. Если проектор идет кому-то в комментарии, и там без запроса пишет свое какое-то категоричное резкое мнение или какую-то гадость, то он всегда встретит много критики в ответ, его прям заткнут. Другие есть часть людей, которых не заткнут, у которых из этого может очень даже интересное что-то родиться. Человек может по-другому отреагировать. Но проектор становится фантастически полезным, когда его распознают и приглашают сделать что-то. И подсознательно это звучит так: проектор, только ты, миленький, можешь мне помочь, потому что проектор обладает уникальной способностью видеть в людях что-то и подсвечивать им какие-то направления, которые человек еще не видит, но куда ему может быть полезно пойти. Ну, например, человек работает много-много лет на одной работе, и нет никакой перспективы развития, уже вообще непонятно, куда дальше двигаться, но он хочет большего. И он сам не видит, что мне сделать, куда мне пойти, как мне проявлять себя на работе по-новому, чтобы выйти на новую планку, больше зарабатывать, чтобы интереснее стало в работе. Не видит человек. Но если он приглашает проектора подсветить ему, то проектор особым способом входит в его энергетическое поле, его аура, срабатывает определенным образом, и проектор замечает то, что человек не видит. И он показывает: а посмотри вот сюда, подсвечивает. И тогда для проектора это корректно звучит. Фраза манипуляции, про которую мы говорили здесь ранее. Только ты можешь это сделать, сделай, пожалуйста.
И проектор тогда включается, если хочет, и делает. Но даже в этой ситуации проектор должен четко понимать, а что он получает взамен. В моем случае я делаю это за деньги, это моя работа. Я психолог, я как раз себе выбрала подходящую работу. Я помогаю людям увидеть то, что они сами не видят, куда им полезно посмотреть и как улучшить свою жизнь. Мне за это деньги платят. А если меня будет, например, соседка знакомая, дернет меня на улице, остановит и скажет, и начнет, как говорят, вот так просто, грузить своими проблемами. Я-то моментально включусь, моя природа так устроена, и я увижу очень быстро, чего не видит она и как это улучшить. Но она мне деньги за это не хочет платить. Она меня просто на улице дернулась, на консультацию ко мне не записалась. Она мне, может быть, и скажет спасибо, но оно будет формальным, она меня поюзает. И тогда я останавливаюсь и принимаю решение, позволять себя нагло использовать или нет. Почему нагло? Потому что если хочешь обратиться к человеку, дай ему что-то взамен. Если возвращаться ранее к моему примеру с мужем, когда я ему планирую сказать такую фразу завтра утром, почему это не будет наглым использованием? Потому что мы вместе живем, и мы каждый день что-то друг для друга делаем. И если я попрошу его мне помочь таким образом, рассказав, похвалив, что он действительно может справиться с этим лучше, чем я, то пройдет какое-то время, он попросит меня что-то сделать, что я могу сделать лучше, чем он. Например, я вкусно готовлю какое-то блюдо. И вообще это моя женская задача — готовить еду у нас в семье. Он тоже может, если хочет, но вообще-то не обязан. А вот я должна побеспокоиться о том, чтобы мы что-то ели. И он попросит меня: Наташ, слушай, не хочу я есть в ресторане вот такие-то там макароны. Вот ты их классно делаешь, сделай мне, пожалуйста. Он тоже подраздует мое эго, мне будет приятно, что он заценил, как вкусно я делаю эти макароны, он похвалил меня, и я сделаю. И здесь нет никакого наглого использования. Поэтому если вы замечаете, что вам говорят такие фразы, просто останавливайтесь в этот момент и отслеживайте. Вас используют или это равноценно?